Руководство по куклицам. Автор Мокели Бемби. Помню, впервые о куклицах я услышал в детстве от бабушки. Она каждый день подметала по углам и открывала окна, впуская побольше света и воздуха, чтоб куклицы не завелись. Хотя впоследствии я не заметил связи между темнотой угла и куклицами, но первую я сам нашел именно в темном углу у себя в комнате. Там безнадежными узлами переплетались провода от телевизора, приставки и еще каких-то моих девайсов. Бабушка опасалась сама подметать в том месте, чтобы не сбить технику, поэтому делал это я как молодое поколение, которое в технике разбирается. Вернее, должен был делать, и пыль там лежала ровным и уютным пятном, как коврик из домового. А у меня с детства были мушки в глазах, это врожденные. Может, знаете, они еще скачут, когда водишь взглядом. Я всех своих знал наизусть, даже дал им имена. И вот однажды, рубясь на приставке, я заметил новую. В левом глазу внизу такая продолговатая, как инфузория туфелька. Это никак меня не насторожило, но появилась и появилась. На следующий день прошла, этому я не придал значения тоже, но прошла и прошла. Потом снова появилась, потом снова прошла. Я не заморачивался, этих мушек вообще далеко не всегда хорошо видно. Можно просто не замечать какие-то из них в пасмурные или наоборот слишком ясные дни. Так она то появлялась, то проходила, пока в конце концов я не понял, что вижу ее только сидя возле того самого угла близко к телевизору. Сначала подумал, что там просто такое освещение, но все-таки слегка насторожился. Потом понял, что она не скачет, как остальные, а всегда висит возле одного и того же места под телевизором. Но потом присмотрелся и понял, что это не у меня в глазах, а на самом деле. Такая будто слишком крупная пылинка прозрачно неопределенного цвета, она застыла в воздухе, лишь чуть покачиваясь под неслышимым его ходом. Это и была куклица, моя первая. Вторую я заметил, когда лазил за абрикосами на соседний дачный участок. Тогда на высокой ветке ни с того ни с сего мелькнула ягода шелковицы. Белые, на синем, свисающие, будто просто с летнего неба. Но далеко не всегда это так просто. Например, на моей студенческой работе в подсобке висели древние, давным-давно ставшие часы с кукушкой. Их никогда не заводили, и тем не менее каждую полночь дверца упорно пыталась дергаться. О страшном духе часов ходили шутки, но всерьез никто эту загадку не воспринимал. Мол, просто пружина застряла и будет так еще 10 лет потихоньку раскручиваться. У меня же с самого начала было предчувствие, и в одно из своих ночных дежурств я решил его проверить. И вот в полночь, когда дверца скрипнула, я осторожно помог ей открыться. На полпути ее заело, но этого было достаточно. Внутри я увидел трухлявую скребущуюся кукушку, которой крепление к пружине только мешало, как поводок. Тот, почерневший от времени кусок дерева, и был куклицей. Еще слышал, что они могут быть в странных объявлениях, особенно если те упорно появляются на одной и той же стене, но сам таких не встречал. В общем, куклицы бывают самыми разными. Что их объединяет, так это сильная привязанность к месту и времени. Сперва находить вы их будете точно так же случайно. Без опыта искать целенаправленно смысла нет. Просто обращайте внимание на странные мелочи. А зато позже сможете не только легко замечать куклиц, но и чувствовать, что в них может быть заложено. Очень важно развивать этот навык просмотра. На этапе поиска главное правило: не связывайтесь с теми, что похожи на лица. Но в самом начале обязательно сделайте вот что. Запишите основное своей жизни, имена родных и друзей и свои собственные, на всякий случай, какие-нибудь многолетние семейные традиции. Кем мечтали быть в детстве, а сейчас представьте, что придумываете секретные вопросы для установления пароля. Только эти нужно придумать нормально. Кроме личной информации, запишите и общую. Можете перечислить названия материков и все 6 нот, на какой свет можно переходить дорогу, как отмечать Новый год. Такое себе введение в жизнь на Земле для самых маленьких.
Это будет вашим контролем. Не спешите, потратьте хотя бы неделю. И хотя бы раз в неделю дополняйте, всегда найдется что-то важное. Что вы еще не догадались писать? В общем, отнеситесь как к критическим данным, потому что они теперь для вас именно такие. Не забудьте никого из родных, не повторяйте моих ошибок. Конечно, зафиксировать все не получится никогда, но смысл и не в этом. Контроль – это как фундамент, ключевые ассоциации, корни памяти. Продолжим. Итак, вы нашли куклицу. Если получается почувствовать ее содержание, обязательно сначала дополните контроль на ту же тему. Затем куклицу можно попробовать скрыть, так как в отрыве от места и времени они долго не живут. Делать это, скорее всего, придется примерно там же и тогда же, где и когда они появляются. Отключите телефон и все остальное, вас никто и ничего не должно отвлекать. Сам процесс описывать нет смысла, вы сами поймете, что делать. Кроме того, с каждой куклицей будет по-своему. Например, ту мушку я выдавливал в нос, как капли, а птицу из часов долго размачивал в воде, пока она окончательно не захлебнулась. А потом разогрел в микроволновке и съел, давясь ее задеревенелым волокнами. Просто не волнуйтесь и не торопитесь. Если вас все же прервали, вы потеряли концентрацию или еще что-то пошло не так, не паникуйте, ничего странного не случилось. Но учтите, что неудачное вскрытие всегда заканчивается смертью куклицы, так что второй возможности с ней не будет. Если же все получилось, начинается последний и самый опасный этап – обмен. Длится он обычно от нескольких дней до 2-3 недель, но иногда может занять и дольше. Это зависит от куклицы. Чем она содержательнее, тем дольше и опасней. Во время обмена пересчитывайте контроль каждый день, даже если вы зубрили наизусть. Будьте готовы к побочным эффектам. Например, вас могут вдруг не узнать в кафешке, когда вы каждое утро ходите, забыть перезвонить, на ровном месте лоб в лоб столкнуться в переходе. Меня как-то морозным вечером в собственный подъезд полчаса не пускала консьержка. Все не верила, что я это я, все и казалось, что я всегда был какой-то другой. В конце концов сдалась. Сошлись на том, что просто в темноте, на падающем снегу, через запотевшую камеру домофона меня плохо было видно. Все это нормальные проявления обмена. Очень важно регулярно общаться с близкими, особенно если сами уже несколько раз столкнулись в переходе. Напоминайте себе постоянно. И наоборот, чем крепче вы сами держитесь за все настоящее, тем лучше. Повторяйте даты рождения родных, пересматривайте любимый сериал, гуляйте по бульвару, где уже 1000 раз были, регулярно читайте новости. Хотя если выполняете предыдущий совет, до таких крайностей можно не доходить. Что интересно, на этой стадии вы никогда не видите куклиц. Так что если вдруг заметили, а после первой различить их гораздо проще, значит все закончилось. Советую ориентироваться именно на этот признак для верности. Когда обмен точно завершился, пересчитайте контроль снова. Если все скучно и обычно, это хороший знак. Если все знакомо, но не можете вспомнить, чтобы записывали то или иное, вы были на грани. А если обнаружите там что-то новое, значит вы забыли это в обмен. Учтите, что забыли навсегда, и сколько не повторяете, через секунду забудете опять. Кстати, советую выделять забытое отдельно, просто для удобства. Если так случится и вы забудете что-то важное, придется всегда таскать контроль с собой и время от времени посматривать туда. Самое худшее здесь то, что забывается не только навсегда, но и полностью. Даже не помнишь, что забыл и что-то, как будто его просто не может существовать и не могло никогда. Теперь о том, как это работает и зачем это вообще делать. Удачно вскрыв куклицу, вы узнаете что-то с той стороны, но и забудете что-то сравнимое по содержанию. Например, я как-то навсегда забыл, что есть месяц февраль. Заметил я это быстро, когда понял, что все календари стали какие-то странные. Теперь это записано у меня в контроле, в разделе важного забытого. И сейчас я в очередной раз удивился, что есть такой месяц, когда полез смотреть, какой бы пример привести. Допишу этот абзац и опять забуду. Зато взамен я понял, что между воскресеньем и понедельником, оказывается, есть еще один день. Он только для меня. Брожу сам по застывшим улицам, будто выгуливая игривое ухо своих шагов. Дышу по-настоящему свежим воздухом, любуюсь вечерней чернотой. По крайней мере,
По крайней мере, пока я там никого не встречал. Первая куклица. Из нее я узнал о фигуре, которая всегда побеждает в камень, ножницы, бумага. Чтобы соперник не выбросил, она выглядит как выигрышная. Что забыл, без понятия. Никаких контролей тогда не вел. Может, какие-то комбо из Mortal Kombat? Короче, по сути, ничего. Наверное, это чувство бесплатности потом втянуло меня. Во время обмена вы балансируете между реальностью и той стороной. Не знаю, как это еще назвать. Чем содержательнее куклица, тем больше веса переходит на ту сторону. И тем сложнее, в конце концов, качнуться обратно в реальность. Именно поэтому необходимо цепляться за все важное, чтобы отделаться чем-нибудь второстепенным. И именно поэтому некоторые куклицы так опасны. Может случиться так, что обменяться придется информацией о своем собственном существовании. Вы забудете себя из реальности, заодно вспомнив сюда что-нибудь оттуда. И последнее, то, что вы забываете, не уходит в никуда, а прорастает куклицей там. Точно так же оттуда они прорастают сюда. На этом руководство заканчивается, но у меня есть еще кое-что напоследок. Предостережение, что ли? После нескольких лет я наловчился так, что видел куклиц каждый день, мог скрывать за минуту там же, хоть бы и где-то в подъезде за мусоропроводом, как какой-то стереотипный героинщик. Я мог хорошо различать, что в них спрятано, и умело контролировать обмен. Содержание часто бывает расплывчатым, и из него можно самому вылавливать нужное, вроде как делая 5-минутный конспект обширной 2-часовой лекции. Наверное, это меня изгубило. Те, что похожи на лица, это ключи к людям. Обычно сырое содержание в них бесполезное, например, любимые цвета всех невысоких собачников. Но если правильно сфокусироваться во время обмена, можно выжать максимум на конкретного человека, все его скрытые клапаны, в том числе от него же скрытые. В итоге ты как будто знаешь его всю жизнь как родного, но и в обмен всегда отдаешь столько же. Не знаю, о чем я думал. Может, надеялся, что как-то вырулю и взамен отделаюсь каким-нибудь вымышленным персонажем, которого тоже ведь вдоль и поперек знаю. К тому же у меня тогда был полный затык на работе и не один год, но с женщинами вообще никогда не клеилось. Так или иначе, я решился попробовать. Первым был наш гендиректор. Удобно знать своего гендиректора как трижды облупленного. Даже удобнее, чем я думал, карьера пошла в гору. Потом одна девушка, которая мне давно и безответно нравилась, легко понял, на что можно надавить, съехались. Самое смешное, что и выгадать-то я особо ничего не выгадал. Гендиректор скоро ушел в другую компанию, и у меня сразу же начался очередной затык. От девушки ушел, уже я сам оказался не готов знать о ней так много. А не смешное, что расплата всякий раз была полной. И ведь я не остановился и продолжил упорно вскрывать лица, пока не разменял всех близких и друзей на чьи-то там клапаны. Зачем продолжал? Да все за тем же, хотелось быстрых и легких побед, за тем, что раз потерял уже так много, то гори остальное. А еще в глубине души я надеялся, что смогу выторговать все обратно с той стороны. Но не так это устроено. Я за все время не смог вспомнить ни одну самую очевидную, мельчайшую деталь. С тем же успехом можно воткнуть упавший лист в ветку. И когда вижусь с родителями, меня встречают какие-то немолодые обвисшие люди, мимо каких я в метро каждый день прохожу десятками. Они так рады мне, а мне никак не вспомнить их. Притворяюсь как могу, киваю, улыбаюсь, но они, конечно, чувствуют, что что-то не так. Внутри у меня теперь будто пробитая холодным сквозняком пустая квартира, и нигде я не дома. Единственное, что я еще помню по-настоящему, тот короткий отгрызок с дурацкой бабушкиной фразой «Им только и греюсь, как последней спичкой». А все остальные исчезли из памяти. Проросли уродливыми гримасами куклиц с той стороны. Выход у меня остался только один – самому обменяться туда же, к ним. Куклицу я уже подобрал.